Так, доброго времени суток. И в этом видео я вам расскажу, вернее покажу, как сделать картину в технике барельеф. Вот видите, у нас здесь гипсокартон. Размер ее 40 на 50. Здесь я с интернета взял, скачал такую картинку. Здесь у нас изображено дерево. Ну, здесь море и такой островок небольшой. Что мы будем сделать? Мы не будем прямо один в один здесь все пытаться срисовывать, но это приблизительно, чтобы понимали, что мы будем изображать. Мы также изображу я здесь дерево, но вместо островка я здесь изображу гору. Высокие горы, высокая гора здесь у меня будет, и также здесь у меня будет дерево изображено. В этом районе у меня будет изображено дерево. Тоже как бы на склоне, тоже на вершине. Обратите внимание, я здесь края аккуратно гипсокартон порезал. Пример. Я вам сейчас покажу, что как у нас будет выглядеть. Вот примерно горы. Видите? И дерево. Такую подобную картину мы сделаем. Это тоже у нас на гипсокартоне. Это все не докрашено полностью. Ее покрасить и все. И готовая картина у нас будет. Техники барельеф. Так. Здесь мы ее не грунтуем, так я не вижу смысла ее здесь грунтовать. Здесь, если у вас гипсокартон прям такой пыльный, вы можете взять влажную губку от пыли, почистить ее, и все этого вполне достаточно. Здесь не нужно фон подготавливать. Здесь у нас уже готовый фон есть, это мы будем красить потом. Все, мы для начала мы приступим. Да, как у нас будут горы. Если вы представления не имеете, как выглядят горы, вы можете зайти, загуглить горы разных видов. Разные виды гор вы увидите. Какие хотите, вы можете вписать себе, сделать здесь, изобразить горы. Также дерево, какое хотите. Здесь я вот так чуть как бы на обрыве. Здесь я камни я изображу. И что-то подобное, да, что-то подобное этого дерева я здесь изображу. Я здесь не буду, видите, я здесь ничего не вырисовываю. Я здесь все потихоньку буду изображать. И гору тоже, чтобы вы понимали, у меня здесь не будет она просто плоская. У меня здесь будут, да, какие-то части выступающие, понимаете? У нас же горы выступают, какие-то выступающие части есть. Вот как здесь, например, видите. Вот это все мы будем выделять. Здесь что нам для этого понадобится? Нам нужен будет здесь шпаклевка. Вот видите, я здесь замешал небольшое количество. Шпатель, мастихин. Это тем, чем мы будем работать. Понадобится кисточка. Но мы ее не красим, кисточкой мы ее красить не будем. Это вы увидите для чего. Также стакан воды. Шприц. И еще шпаклевка. Такая чуть более жидкая. Это для чего? Для того, чтобы я мог мелкие ветки сделать шприцом. Более жидкую я смогу отсюда набрать. Начинаем вот с чего. Самое главное вот держать. Вот ровная сторона, которую мы будем постоянно чистить мастихин. Видите? И таким вот образом будем набирать, сколько нам нужно шпаклевки. Нам для ствола, если нужно побольше шпаклевки, изображая ствол, мы возьмем побольше шпаклевки. Для того, чтобы изобразить более тонкие ветки, мы будем брать меньше шпаклевки. Видите? Вот так весь процесс будет. И поменьше, чуть потолще. Нужно еще толще, возьмем еще толще. И вот в таком вот порядке. Ну и что, я здесь тоже также начну лепить. Это же наподобие, как и на картинке, такое сделаю. Ну, здесь не нужно прям брать, пытаться какой-то. Вы можете... В интернете полно картинок разных деревьев. Вам не нужно пытаться прям один в один вырисовывать что-то, пытаться что-то как-то правильно изобразить. Деревья бывают разные. Поэтому вам не нужно прям пытаться один в один изобразить. Если здесь дерево изображено так, вы можете изобразить еще лучше. Понимаете? Не нужно один в один пытаться там что-то переделать, что-то изобразить. Я такие более толстые ветки изображу. Здесь-то, в принципе, шприцом работать так особо много не будет, потому что у меня здесь будут еще кроны деревьев. Ну, это какие-то фрагменты я могу взять, изобразить. И самое главное, в чем здесь весь вид дерева будет придавать, это кривые ветки. Я имею в виду, когда у нас, знаете, не такие плавные ветки, а где-то изгибы, вот, изломы такие идут, резкие повороты. В тот момент у нас
Такие деревья чуть будут выглядеть. Также я покажу вам, как камни делать. Это шпаклевка, Сатентек называется, турецкая шпаклевка. У нее рабочее состояние часа 1,5 до 2 доходит. Но шпаклевки, они бывают разные. Шпаклевки бывают разные. У кого-то там минут 40 время застывания, по-разному. У всех разное время застывания, и поэтому, если ваша шпаклевка быстро высыхает, замешайте чуть-чуть. Сделали, доработали, вот все, у меня шпаклевка, например, быстро высыхает, я делаю эту часть, дорабатываю ее всевозможными путями. Я также делаю вот барельеф. Здесь самое главное их сделать полукруглыми. Самое главное сделать их полукруглыми, и тогда у нас будет выглядеть все четко. Обратите внимание, какие я делаю кроны, ствол дерева. Такой шероховатый. Дальше я уже не буду делать, дальше это все делать буду шприцом. И сейчас я сделаю само основание, на чем у меня будет стоять дерево. Много времени это не занимает. И вот в таком вот порядке. Обратите внимание, я беру вот большие мазки и вот в таком порядке наношу. Здесь прям нету, прям для того, чтобы изобразить камень, здесь прям как-то правильно знать, нанести, мазок поставить не нужно. Здесь, если вы представления не имеете, как выглядят камни, обратно загуглите, посмотрите, как выглядят камни. Они бывают разных видов, бывают такие полукруглые, бывают граненые, острые, много разных видов, поэтому Google вам в помощь. Загуглите, посмотрите, чтобы вы представление имели, как выглядят камни, и таким вот образом можете изображать и камни, и все остальное. Ну, сейчас я вам... И красить мы ее будем после полного высыхания. Итак, здесь тоже местами. Когда у нас густая шпаклевка, видите, нам намного легче работать, подправлять какие-то моменты. Шпаклевка не тянется, все остальное намного так проще и легче. Поэтому хорошенько замешать шпаклевку, это тоже полдела, я так скажу. Видите, можно над камнями работать, придумывать, как их изобразить, все остальное. Зачем нам вода? Вы можете мастихин взять, смочить, намочить. Шпаклевка вообще прилипать не будет. И где-то над гранями поработать, над каждым камнем проработать, каждый угол. Понимаете, и шпаклевка не прилипает.
Здесь, в принципе, все. Больше я ничего здесь делать не буду. Сейчас мы будем делать кроны деревьев. Как мы будем делать кроны деревьев? Ну, там мы уже видели. Ну, что я хочу сказать. Дерево у нас как бывает? Дерево у нас бывает, оно полукруглое, да? Вот эта часть к нам ближе бывает. Края более дальний план бывает. Дальний план у нас именно эти края бывают. Поэтому мы также начнем с краю более такими мелкими мазками. Видите, я как беру, наношу. И наношу, видите, я в разном порядке наношу. У меня нету прям такого, прям где-то правильно везде. И наносим мазки разным, по-разному. Так нанесли, так нанесли. Не делайте, чтобы у вас каждый мазок одинаково повторялся. Это уже чуть не то, неинтересно будет. Потому что на природе нету прям одинаковых листьев или одинаковых веток. Поэтому стараемся везде нанести разные мазки. И обратите внимание, я какую фактуру создаю. Везде разные. Здесь побольше, здесь поменьше, здесь побольше, здесь пусто вообще, здесь тоже пусто. И такую фактуру мы делаем. И таким образом у нас будет картина. Ну, какая она у нас будет, мы увидим в конце. Я еще сам не знаю, какая она будет, но я знаю, что она будет. Ой-ой-ой. Всем картинам картина. Видите, я здесь... Итак, ничего, все исправим. Барельеф всегда можно взять, исправить, подправить, поэтому если чуть упало, все к лучшему. Значит, нужно было здесь доработать. Поэтому за эти моменты мы не переживаем. Все можно подправить. Здесь я еще минимум делаю. Все. Начинаем. Когда мы начинаем набирать шпаклевку, мы замешиваем. У нас где-то пузырьки бывают. Когда мы будем набирать, у нас воздух будет проходить. Чтобы всего этого не было, мы слегка даем осесть полностью этой шпаклевки. Потом, прежде чем засунуть его и набирать, это, видите, он 20-кубовый шприц, мы его полностью окунаем. Для чего мы это делаем? То же самое, что и с мастихином, чтобы шпаклевка не прилипала. И таким образом мы набираем шпаклевка очень чуть густая, поэтому чуть-чуть сложновато набирается. Ну, видите, где-то чисто, где-то чуть-чуть попачкалось. Ну, ничего, у нас есть для этого губка, чтобы мы могли почистить все аккуратно, почистую. И начнем делать ветки. Видите, чем сильнее мы выжимаем,
Где-то отсюда ветка просвечивается, где-то отсюда ветка просвечивается, где-то отсюда ветка просвечивается. Вы здесь уже сами можете делать свое дерево. Вам не нужно повторять за кем-то свое дерево. Делайте свое дерево. Если вам что-то не понравилось, берете вот так, снимаете, все чистите и делаете так, чтобы понравилось еще раз. Все исправимо. Везде все можно исправить в любой момент. Где-то можно взять, чуть подправить. Здесь тоже можно взять. Такс. Вот про что я говорил, чтобы ветки они не были такие, прям как эти, а с такими изгибами, с такими поворотами, намного эффектно выглядит. Так, дальше что мы делаем? Если у меня кисточка, она, видите, она не такая кисточка, как эта кисточка, а чуть-чуть другая. Такая повидавшая много барельефов. Что мы делаем? Мы берем ее тоже делаем. Что делаем? Мы ее мочим. Для чего смачиваем ее? Да, для того, чтобы шпаклевка не прилипала. И здесь у нас, обратите внимание, у нас здесь чуть-чуть шпаклевка тянется. А нам нужно, чтобы она не тянулась. Значит, нам нужно взять, переждать кое-какое время, чтобы эта шпаклевка просохла, чтобы она не тянула за собой шпаклевку, а протыкала. Понимаете? Чтобы она... Поэтому мы все это оставляем на потом. Мы сейчас начнем изображать горы. Горы — это то, что я люблю, то, что не прям так много, не такого прям сложного ничего нету. Так, ну начнем верхушку. Ну, здесь горы, как вы все знаете, горы у нас, да, какие-то части выступают, у гор бывает, понимаете, какая-то выступающая часть бывает у гор. Тоже такую же создаем форму, создаем горы. Видите, я работаю как беру, набираю. Также здесь вот это, где у нас выступает склоны, вершины, все остальное. Вот я пока гору сделаю, у меня уже кроны тоже чуть подсохнут. И все, у меня уже готовое будет. Здесь у нас
дерево мы слегка плавно эту картину отведем под дерево. Здесь порядок такой. Не просто делать ее плоско, а какие-то выступы делать. У нас получается, вот мы здесь выступ сделали, потом мы делаем еще здесь выступ, получается, вот. И вот здесь у нас ущелье получается, откуда начинаются рейки и все остальное. Заметьте, я это все делаю одним мастихином. Здесь тоже так же плавно. Здесь можно вот эту часть горы как бы еще поближе вытащить. По ходу фантазирую я здесь. Я здесь беру по ходу, фантазирую, придумываю, сам создаю природу. Сам создаю природу. Также каждый сможет. Здесь эта часть у нас поближе уже получается, мы можем здесь и показать. Но я сделаю так, чтобы было понятно, что и на дальнем плане здесь мы будем чуть с минимум.
Везде все аккуратно подправляем. Можно также смочить мастихин, для того, чтобы шпаклевка не прилипала. И вот такой вот. Везде плавный переход я делаю. Везде берем плавный переход. Можно взять и такую кисть. Самое главное, ее нужно намочить, чтобы шпаклевка у нас не прилипала. И таким вот образом также, что еще можно этой кисточкой сделать? Можно сделать травку. Где-то здесь местами, где-то здесь. Здесь. Можно также продолжить, добавить еще где-то кроны. Где-то можно взять и кисточкой добавить. Почему кисточка? Это как бы на той стороне, на дальнем плане получается. Потихоньку над рельефом работаем,
над формой. Здесь у нас как бы камни. И здесь тоже также можно будет продолжить, вот эту часть слегка заполнить. Здесь местами еще можно добавить. Но я подожду, пока она у нас шпаклевка чуть подсохнет. Вот над камнями можно проработать грани каждого камня, чтобы они были такие прям острые. Не просто мазки были заметны, а чтобы был полноценный камень. Это каждую плоскость слегка подправляем. Также здесь можно с помощью кисточки слегка такую шероховатую фактуру сделать. Но здесь это у нас свежая, мы ее сейчас трогать не будем пока. Надо будет чуть подождать, пока она засохнет. В принципе, у нас уже готовая картина. Осталось вот эти моменты чуть подождать надо, пока у нас шпаклевка чуть подсохнет. Ждем, пока подсохнет, и будем красить. Где-то местами нужно еще пройтись. И все, у нас осталось чисто покрасить эту картину, и конечный результат вы видите. Вот сейчас уже будем красить. Здесь я взял эту краску, вот здесь небольшое количество, здесь граммов 100 даже нету. Я взял сюда, добавил тоже что, это черная акриловая краска. Если у вас нету черной акриловой краски, вы можете взять, использовать вот такие пигментные красители. Вот сюда я добавил всего лишь каплю, я взял палочку, там чуть-чуть взял и сделал, чтобы она слишком яркая не была картина, чуть-чуть, чтобы тон изменился. Вы можете сделать чуть слегка бежевый добавить тоже. Но я взял сюда чуть-чуть черного добавил, для того, чтобы не была она такая прям слишком белая и яркая краска. Все, чем мы ее будем красить? Мы ее будем красить
кисточкой, вот такой маленькой, это синтетическая кисть. Полностью. Это акриловая краска. Она, это очень даже хорошая краска. Но это все я не буду именно это проходить. Я буду использовать губку здесь. Фон я буду губкой красить. А вот это более фактурные места я буду проходиться кисточкой. И все, в принципе, уже начинаем. Я спокойно буду везде, чтобы у меня везде в поры попала краска. Буду везде равномерно наносить краску. Везде все. Таким вот образом. Сейчас будем проходить. Таким вот образом. Берем.
Все у нас одним цветом уже покрылось. Вот и все. Конечный результат сейчас будет.